Всем привет, с вами Иван Жданов и передача «Военное положение», где мы подводим итоги и анализируем их. Говорим о том, что произошло на войне, вокруг нее. Главной темой недели стало остановившееся наступление путинской армии и штурм Азовстали. Также поговорим сегодня об аресте яхты Путина, ракетных обстрелах и шестом пакете санкций Евросоюза. И вместе с вами пройдемся по российской пропаганде, которая проигрывает в этой войне и работает непривычно слабо. Обо всем этом буквально через минуту, а пока мы собрали важные кадры этой недели, которые нам не дают ни на секунду забыть, что происходит в Украине. А уже в понедельник по всей России будут отмечать День Победы с парадами. Всем известно, что Путин очень любит использовать и испоганивать все то, что важно для каждого человека. И День Победы, безусловно, важный праздник для всего человечества, как символ победы над фашизмом. И Путин это использует и пытается абсолютное зло спрятать за добром. Поэтому неудивительно, что чем ближе было 9 мая, тем больше разговоров ходило о том, что произойдет на фронте. Очевидно же, Путин просто мечтает, как бы выйти 9 мая и объявить, хоть о какой-нибудь победе. Но мало того, что он стал абсолютным злом для всего цивилизованного мира, даже с победами в его представлении, в представлении пропаганды, все довольно туго. Ему буквально нечем хвастаться. Его армия провалилась буквально во всем. Поэтому и был выбран самый достижимый, только на первый взгляд, вариант. Полный захват Мариуполя, включая территорию завода «Азовсталь». На этой неделе завод интенсивно бомбили, в том числе стратегическая авиация. Обстреливали буквально всем, что есть. С воздуха, с земли, с моря. Публикуемые фото и видео демонстрируют страшную картину разрушений. Как и весь Мариуполь, завод словно сошел со страниц истории Великой Отечественной. Только российский солдат теперь выступает в роли фашиста. Потому что ничем невозможно объяснить, как абсолютно мирный полумиллионный город, спокойно гуляющий на все праздники, можно превратить в руины. Никто и никогда не простит это Путину. И давайте посмотрим на карту. Судя по видеоматериалам, завод атаковали из прилегающих жилых кварталов. Вот они находятся на карте. Я выбрал неправильный цвет. Сейчас выберу правильный, потому что красным правильно обозначать. Территория завода «Азовсталь» частично тоже захвачена российскими войсками. Штурм продолжается. Со стороны реки завод «Азовсталь» не пытаются атаковать, там это гораздо тяжелее. Обстреливают из жилых домов, вот как сказал, с этой территории. И вот мы тут видим цеха, которые вы видели на спутниковых снимках, на пролетах. Вот их обстреливают больше всего. А что с остальным фронтом? Боевые действия там заметно затихли. Вот восточный участок, давайте вам открою. Здесь Изюм, и здесь сосредоточено не меньше 18-19 тысяч российских солдат в составе 22 батальонов тактических групп. Вот это примерно в этом районе. И в районе Заречного и Ямполя здесь тоже сосредоточены российские войска, но мы ожидали отсюда наступление на Лиман и также форсирование реки Северский Донец. Но пока никаких движений таких мы не видим, да и сил на это нет. Российские войска также пытались взять Рубежное и Попасную. Мы уже должны запомнить, где Попасная, где Рубежное. И здесь есть населенный пункт Воеводово. Здесь тоже шли активные бои. У нас не так много информации с этого района, потому что там идут прямо сейчас бои, но мы понимаем, что там идет ожесточенное сопротивление украинской армии, ожесточенное наступление российской армии. И Запорожский фронт тоже совершенно
стабилизировался. Вот мы видим это Запорожье, и здесь Великая Новоселовка и Гуляй-Поле. Эти населенные пункты, которые пытались атаковать российские солдаты, но у них ничего пока не выходит. Там все остается так же, как есть, как я уже сказал. И вот давайте пойдем южнее. А вот тут картина совершенно другая. Здесь мы берем как раз синий цвет, село Александровка. И по нашей информации, вот здесь населенные пункты, здесь немножечко уже даже устаревшая карта, по самой свежей информации, здесь ряд населенных пунктов было освобождено украинской армией. Здесь, вот в этом районе, мы тоже слышали сообщение о том, что несколько населенных пунктов было освобождено. А что здесь важно? Что близко город Херсон, и украинская армия, возможно, через какое-то время сможет контратаковать в районе Херсона и приступить к освобождению города. Самое интересное направление на этой неделе, самое важное, это Харьковский фронт. Это небольшой участок боевых действий от реки Северский Донец до российской границы. И здесь путинская армия зажата на небольшом участке и с потерями отступает. Прежде всего, мы видим это на вот этом направлении, возле реки Северский Донец, и вот где населенный пункт Прудянка. Здесь украинская армия с успехами контратакует, и что важно при этом понимать, что, во-первых, российские части и российские силы здесь могут быть отрезаны и зажаты в кольцо. Во-вторых, мы же помним, почему это важно, потому что крупнейший город Украины Харьков как раз обстреливался с этих направлений. Вот выстрелы шли по Харькову именно отсюда. И поэтому именно украинским войскам важно освободить этот участок, чтобы Харьков невозможно больше было обстреливать. С этого участка фронта как раз поступают вот такие видео с разбитой российской техникой и освобожденными селами. И вот она, панорама наша. И вот она. Зато наша буханка цела. В общем, картина для Путина безрадостная. Очевидно, что для решающей атаки попросту нет сил. Все это время мы не видели вообще ничего похожего на решающий удар или начало битвы за Донбасс. Все силы, что удалось свести под Изюм, либо берегут, либо все это большой-большой фейк. И путинские генералы просто пытаются прикрыть свою голую задницу. Возможно, там вообще нет никаких сотен танков, и никто не готов наступать вообще. Именно поэтому все и ожидают начала мобилизации. Очевидно же, что спустя 2,5 месяца исходная группировка, собранная к февралю, окончательно вымотана. И без радикального решения, вроде мобилизации, у путинской армии уже ничего не выйдет. Успокоилось все и в Приднестровье. Но и не могло быть иначе. Ситуация совершенно не располагает к какому-либо обострению. Путин сразу все потеряет там. Вот и НАТО, и Румыния сделали жирный намек, активизировав свои военные группировки. В общем, не получается у Путина никакого Дня Победы. Одни сплошные поражения по всем фронтам. Неудача на земле путинская армия пытается компенсировать обстрелами с воздуха. Ракеты летели в Харьков, Львов, Одессу, Николаев, Днепр и другие города. Самыми частыми целями стали объекты инфраструктуры. В первую очередь железные дороги. Довольно опасной выглядит атака на железнодорожный Амурский мост через Днепр в городе Днепр. Железнодорожные объекты попали под удар и во Львове. Цель понятна – вывести из строя железные дороги, по которым снабжается восток Украины. Но никакого реального результата путинская армия не добилась и тут. В современном мире восстановить железную дорогу на небольшом участке – вопрос даже не суток, а часов. Удары одиночные и не наносят критического урона. Кроме того, есть немало автодорог, по которым точно так же можно снабжать фронт. А почему бьют одиночными ракетами? Возможно, потому что они заканчиваются. В одном из брифингов Коношенков признался, что для атак используют ракеты «Оникс». Но это противокорабельные ракеты, они не предназначены для атак сухопутных объектов. Очень похоже, что более подходящие ракеты просто кончились.
Быстро произвести сложные крылатые ракеты российский ВПК не может. К сожалению, того же нельзя сказать о простых снарядах и гаубицах. Их наверняка тысячи и тысячи на складах. Тут уже все упирается в логистику. Сможет ли российская армия настроить доставку боеприпасов так, чтобы продолжать непрерывные обстрелы украинских позиций? А ведь украинцы тоже не сидят без дела и регулярно атакуют инфраструктуру уже на территории России. За прошедшую неделю в приграничных с Украиной регионах России вновь происходили диверсии и обстрелы. В воскресенье губернатор Курской области заявил о диверсии на железнодорожном мосту на участке Суджа-Сосновый Бор и его частичном обрушении. Это прямая ветка из Брянска до Белгорода и дальше на Купянск. По ней перебрасывали отошедшие части из-под Киева и Чернигова в Изюм. Как вы видите, пролет моста был полностью уничтожен. Уже к среде мост полностью восстановили, ремонтные работы велись на нем круглосуточно. Сложно сказать, насколько подрыв моста повлиял на ход наступления российских войск, но в любом случае это уже настоящая партизанская война внутри России. В четверг со стороны Украины были обстреляны села Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области. Повреждено 5 жилых домов. По словам губернатора, их восстановление начнется при условиях полной безопасности, то есть не скоро. Большая часть жителей уже покинула Нехотеевку, в нем осталось менее 30 человек. Оба села находятся на расстоянии 1 километра до границы с Украиной, так что, скорее всего, это были снаряды, попавшие туда во время проводившегося контрнаступления в районе Харькова. И теперь к мобилизации. Это еще один фронт войны в глубине самой России. О ней все говорят, ее все боятся, она кажется неизбежной. Я уверен, генералы и Шойгу уже давно твердят про мобилизацию, но Путин не решается. Все-таки это очень серьезно подорвет его и без того шаткий рейтинг. И все же, кто знает, может уже 9 мая или сразу после эту мобилизацию объявят. И давайте поэтому я вкратце объясню, что это такое и чего можно ожидать. Мобилизация бывает полной и частичной. Вряд ли стоит ждать полной, это уж совсем критическая мера, поэтому давайте говорить о частичной. В ходе нее в армию могут призвать тех, кто уже служил в армии и находится в так называемом запасе. Молодых людей до 27 лет, которые еще не служили, могут призвать только на службу. Их нельзя мобилизовать. То есть мобилизация и призыв – это разные вещи, это нужно знать. Причем призыв весенний Путин уже объявил, обычный в целом призыв, не расширенный. Поэтому все и думают в сторону мобилизации. Идея в том, чтобы не посылать молодых неопытных срочников, а позвать более-менее обстрелянных мужиков из запаса. Несколько десятков, может сотен тысяч тех, кто еще помнит, каким концом вообще держать автомат и даже, может, сами захотят воевать. И вы спросите, если мне придет повестка по мобилизации, что делать? Я отвечаю вам, за неявку по такой повестке штраф от 500 до 3000 рублей. Сами понимаете, что выгоднее, что нужно сделать. Что выгоднее, заплатить штраф или потерять жизнь на войне, исполняя преступные приказы? Ну, подумайте просто. Мобилизация еще не началась, а зато поджоги военкоматов уже начались. Известно минимум 6 случаев в Московской, Ивановской, Свердловской областях, в Мордовии, Ханты-Мансийском и Воронеже. В общем, по всей России. Это только те случаи, о которых мы знаем. Ну, красиво горит. Эта война уже внутри России. Люди не хотят участвовать в этой войне, как и во время Афганистана и Чечни. Сейчас начнется массовое уклонение от армии. И это на самом деле хорошо. Это как раз может помочь противостоять Путину. Это то, что его бесит, это то, что ему не будет нравиться. Поэтому всеми силами сопротивляйтесь мобилизации. Идут довольно активные боевые действия, а значит, растет количество боевых потерь. Украина заявила о 25 тысячах погибших российских солдат. Только вдумайтесь, это больше, чем потери в первой и второй чеченской вместе взятых. Как стало известно вчера, из ответа прокуратуры Черноморского флота вооруженные силы не спешат признавать пропавших без вести погибшими. Так, отцу погибшего на крейсере «Москва» матросу сообщили, что его сын является безвестно отсутствующим в воинской части.
Ну, вот так вот вышел погулять и отсутствует. Вышел погулять в море, разумеется. Вот что это такое? Что должны думать родственники после получения такой бумажки? Весь мир знает, что крейсер затонул. Признайте уже матросов погибшими, окажите их семье всю положенную, по-вашему, помощь. Вы оставляете трупы на дорогах, вы не забираете тела с Украины и относитесь к телам как к мусору. Теперь еще и отправляете молодых идиотов кормить крабов на дне моря. Так не должно быть. Так могут поступать только животные, да и то не факт. В течение недели было несколько обменов пленными. Можно говорить, что этот процесс активизировался. С начала войны было проведено уже 10 раундов обмена, в результате которых 365 пленных со стороны Украины были освобождены. И снова мы не знаем, сколько пленных граждан России вернулись домой. Скорее всего, не меньше, чем украинцев. Но о них все молчат, как будто они прокаженные какие-то, что ли. Перейдем к потерям техники. За 72 дня войны Россия потеряла 625 танков и 1143 бронированных машин, среди которых БМП, БМД, БТР, МТЛБ и другие. Уничтожено или захвачено 176 артиллерийских орудий и САУШек, а также 62 реактивные системы залпового огня. Сбиты 26 самолетов, 40 вертолетов. Потери сил Украины к 7 мая такие. 151 танк и 259 бронированных машин. Уничтожены 55 артиллерийских установок и 16 систем залпового огня. У Украины подтверждены потери 20 самолетов, 5 вертолетов. Этот показатель за неделю не изменился. Общие потери единиц техники 3470 против 992. Российская армия по-прежнему теряет в 3,5 раза больше техники. Так как боевые действия ведутся в компактных районах, подтверждение уничтоженной техники поступает нам, соответственно, с задержкой. Но что важнее, потери мирных граждан от обстрелов растут. К сожалению, не все жители Донецкой и Луганской областей прислушались к призывам срочно эвакуироваться. Чаще всего люди гибнут в Северодонецке, Попасной, Рубежном. Обстрелы Харькова, Николаева и Мариуполя все же пока продолжаются. В Мариуполе всю неделю шла эвакуация мирных жителей с завода «Азовсталь». Пропагандисты столько раз говорили, что мирных там нет, но, как всегда, они нам врали. Не менее 500 человек было эвакуировано с завода. Часть из них направились в Запорожье, часть в российские фильтрационные лагеря. Эвакуация проходит под обстрелами. Вчера один из конвоев был обстрелян. Есть пострадавшие. ООН идентифицировала 3309 погибших и 3493 случая ранения гражданского населения. Об этом говорится в их ежедневном брифинге. Цифра погибших за неделю выросла на 500 человек. В эти данные не включены сведения из Мариуполя, Изюма, Попасной, так как оттуда невозможно получить достоверную информацию. Украинцы сообщают о гибели 223 детей. 408 детей, 408 ребенка ранено. Россия уже не скрывает своих планов присоединить оккупированные территории. В Мариуполе спешно заменили дорожный указатель на въезде в город с украинского на русский. А секретарь Генсовета «Единой России» Турчак открыто сказал, что Херсонская область будет с Россией навсегда. И хотел еще раз, обращаясь к жителям Херсонской области, сказать о том, что Россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений, никакого возврата в прошлое не будет, мы будем жить вместе. Но я не думаю, что кто-то сомневался, что у них такие планы. Путин, возомнивший себя императором, считает своей обязанностью увеличивать территорию империи. Больные фантазии глубоко больного человека. На этой неделе Европа еще на шаг приблизилась к отказу от российских энергоносителей. 2 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз летом прекратит импорт угля из России, а до конца года откажется от российской нефти. Эмбарго на уголь было частью предыдущего 5-го пакета санкций Евросоюза против России, а сейчас вводится 6-й пакет.
Подробности о нем на неделе рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Планируется отключить Сбер от Свифта, запретить трансляцию 3 российских госканалов в Евросоюзе и самый крупный шаг – поэтапный запрет российской нефти, он пройдет в ближайшие 9 месяцев. Кроме того, в санкционный список войдут высокопоставленные лица, которые несут ответственность за военные преступления в Буче. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Венгрию, Словакию и Чехию могут освободить от эмбарго на российские энергоносители до 2024 года, потому что эти страны зависят от них сильнее всего. Тем временем санкции уже начали давать эффект. Россия, по сообщению Минфина, в апреле недополучила более 130 миллиардов рублей нефтегазовых доходов, но итоговая сумма все равно колоссальная. За прошедший месяц от продажи нефти и газа Россия получила более 665 миллиардов рублей. Конечно, санкции вводит не только Евросоюз. Австралия на этой неделе ввела персональные санкции против депутатов Госдумы, министров ЛНР, ДНР и Владимира Соловьева. Он на этой неделе как раз съездил в Мариуполь. Ну а в Австралию смотреть кенгуру теперь съездить не сможет. Сможет только посмотреть кенгуру в зоопарке, но, скорее всего, рано или поздно окажется, вот как раз посадим его в зоопарк, в клетку, и будем за ним все вместе наблюдать. Я таких людей не видел. Они потом подошли ко мне, у них было ощущение, что включили телевизор, и им хотелось говорить, им хотелось рассказывать, им хотелось меня потрогать, обнять, посмотреть, живой я, не живой. Пока живой. Япония ввела дополнительные санкции против России и заморозила активы 140 физлиц. Великобритания добавила еще 63 строчки в санкционный список. Туда вошла, например, телеведущая Нейля Аскерзаде, героиня нашего расследования. Еще Британия ввела санкции против металлургической компании «Евраз» с мотивировкой, что эта компания производит 97% рельсов в России, тех самых ЖД-дорог, по которым сейчас ведется снабжение войск. Крупнейший акционер компании Роман Абрамович, и буквально сегодня ночью пришла реально радостная новость. В Италии арестовали яхту Шахерезада. Вернее, задержали, пока не примут решение о ее аресте. Тут все как у людей. Эта яхта стоит 75 миллиардов рублей. И по данным нашего недавнего расследования, ее владелец никто иной, как Владимир Путин. У этой яхты 6 палуб, 2 вертолетные площадки, танцпол с бассейном и даже держатель для туалетной бумаги там из золота. И как же приятно, что ни Путин, ни его дружки больше всем этим не воспользуются. Кстати, о другой Шахерезаде, вернее, почти о той же самой. Многие российские СМИ называли так Алину Кабаеву. И очень вероятно, что и саму яхту Путин назвал именно в честь своей любовницы. И вот на этой неделе стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность ввести санкции против Кабаевой. Мы, безусловно, поддерживаем это решение. Кабаева, конечно же, есть в наших санкционных списках, которые мы разместили на сайте ACF International. Кстати, об этих списках. Вчера мы опубликовали их первое большое обновление. Мы регулярно исправляем их и дополняем. И хочу напомнить, что вы также можете поучаствовать в формировании списков. Присылайте нам свои предложения на почту info@acf International. Мы обязательно их рассмотрим. В преддверии 9 мая растет не только накал тревоги, но и накал безумия во власти. Вот, например, какое видео записал Дмитрий Медведев, чтобы поздравить россиян, как он выразился, с 1 мая и приближающимся Днем Победы. Ну какой же он жалкий, ну просто ничтожество, которое хочет привлечь к себе внимание. Он всю войну только это и делает, но только еще глубже себя закапывает. И одна из самых стыдных историй этой минувшей недели – высказывание главы МИДа Сергея Лаврова про Израиль. 2 мая он дал интервью итальянской телекомпании и там прокомментировал еврейское происхождение Зеленского в контексте так называемой денацификации. Вот что он сказал, вы видите. Естественно, Израиль не мог оставить это без внимания. Глава израильского МИДа Яир Лапид сказал, что слова Лаврова непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой, и потребовал у Лаврова извинений. Но вместо извинений получил очередное заявление, еще более радикальное.
Россия обвинила Израиль, цитирую, в поддержке неонацистского режима в Киеве. После этого Израиль, который с самого начала войны сохранял хоть какой-то нейтралитет, задумался о том, чтобы от этого нейтралитета отказаться и занять сторону. Так, по крайней мере, писали израильские СМИ. Очередная победа российской дипломатии, ну что тут скажешь? И даже после этого российский МИД не остановился. Мария Захарова 4 мая, видимо, в пьяном угаре, как обычно бездоказательно, заявила, что в Украине фактически плечом к плечу с боевиками Азова находятся и израильские наемники. Разгребать последствия пришлось лично Путину. По сообщению израильской стороны, он извинился за слова Лаврова о евреях. Правда, на сайте Кремля это не упоминается, а Лавров дважды отказывался это комментировать. Наверное, извиняться это типа не по-пацански, что ли. Чем еще на майских праздниках занимались российские власти? А вот, устанавливали памятник бабушке с советским флагом. Я напомню контекст. В апреле появилось видео из одного украинского села с пожилой женщиной, которая перепутала украинских солдат с российскими и вышла их встречать с красным знаменем Победы. Российская пропаганда тут же подняла бабушку, извините, на знамя, и в разных городах стали появляться билборды с ее изображением, граффити. Одно такое с большой буквой «Z» очень быстро закрасили. 3 мая ей установили памятник в Белгороде, но уже на следующий день его пришлось убрать, чтобы горожане на него не залезали. 4 мая еще один памятник бабушке установили в Мариуполе, и его ездил открывать сам Сергей Кириенко. А на следующий день украинская сторона опубликовала видео с той самой бабушкой. Ее зовут Анна Ивановна. Ей во двор прилетел российский снаряд, и ее эвакуировали в Харьковскую больницу. И судя по ролику, она совсем не благодарна российским солдатам. Ну-то зато вы теперь знаменитость. Лучше бы знаменитости не было, а и войны не было. И моей знаменитости, чтобы не было. А лучше бы войны не было. Я просто думала, що поздравити росіян, що прийшли, щоб сказати, щоб більше не громили тут, а мирно рішали. Ну, по правде, к этому видео тоже есть вопросы, хотя бы потому, что в нем очень много монтажных склеек, но суть-то остается неизменной. Как бы на самом деле эта бабушка не относилась к российским военным, совершенно очевидно, что именно из-за них сотни таких же бабушек потеряли свои дома и своих близких, а кто-то расстался с жизнью. Но, естественно, российская сторона не готова это признавать. Вот очень яркий пример за последнюю неделю. На московских остановках появились вот такие плакаты со слоганом «Мы против нацизма, а они нет». На них размещены выдернутые из контекста высказывания знаменитых граждан Швеции, например, писательницы Астрид Линдгрен. Их на основании этих цитат обвиняют к симпатиям Гитлеру. Ну что ж тут сказать, ждем, когда Карлсона в России признают экстремистской литературой. И, конечно, по всей России продолжается Z-истерия. Буквы В, Z теперь появились даже на карте, на кадастровой карте, где размечаются земельные участки для юристов, риэлторов. Это случилось в Сысерском городском округе около Екатеринбурга. И местные власти сказали, что они таким образом выражают поддержку президенту Российской Федерации, а также вождям и воинам, которые в настоящее время борются с нацизмом на западных рубежах нашего Отечества. Идиоты. Ну и вот такое граффити хочу показать. Это в Уфе, там нарисовали на стене портрет рядового Арсения Воробьева, который погиб в Украине. 20 лет было парню, его отправили воевать, непонятно за что, непонятно ради чего, выполнять преступные приказы. И теперь все, что от него осталось, это только рисунок на стене. Если у кого-то, кто смотрит, есть родные в армии, сделайте, пожалуйста, все, чтобы они не ехали на эту войну, чтобы они не становились убийцами и чтобы не превращались вот в такие граффити. Война приближается к перелому. Буквально за месяц с небольшим Путин окончательно потерял инициативу. Никакого нового наступления придумать не получилось. После наступления прошлой недели, медленного, но неуклонного, все опасались действительно мощных ударов.
А все напротив, затихло и остановилось. И теперь куда чаще заходят разговоры об украинских контратаках. Это ведь тоже показатель. Тем более, что небольшие локальные успехи у армии Зеленского есть. Постепенно фронт приближается к Херсону. Под Харьковом день за днем линия боев отодвигается все дальше от города. А все это время американское, британское и другое зарубежное оружие и боеприпасы едут в Украину. Прервать поставки путинской авиации ракеты не могут. Инфраструктура Украины действует. Каждый день идет на пользу обороняющимся, а не агрессору. А уже в понедельник, 9 мая, Байден подпишет ленд-лиз, что довольно тоже символично получается. Может быть, Путин сумел выгодно продать войну российскому народу? Да нет, конечно, нельзя так говорить. Конечно, есть достаточное количество реально обезумевших от войны. Такое есть. Есть те, кого запугали или убедили, что это временные проблемы, необходимые жертвы и все такое. Но мы видим, что очень многие открыто выступают против войны. Российское общество сильно раскололось. Это видно и по селебрити, актерам, певцам, прочим. На бытовом уровне происходит то же самое. И чем дальше идет война, тем хуже. Именно поэтому пропаганда так бесится, пытаясь найти какие-то новые ключи, новые подходы. Именно отсюда эти разговоры про евреев от Лавровой и Захаровой, угрозы ядерного удара от Симонян и Киселева, визит Соловьева в Мариуполь и видео с пустым контейнером от НЛО. Они ищут и не находят. Вот придумали бабушку с флагом. Так и та прокляла российских солдат, которые уничтожили ее дом. Да и скажем прямо, образ не прижился, но он безумный совсем. А ничего другого и нет. Даже в 2014 году были какие-то более привлекательные для вот этого глубинного народа символы. Вот эти вежливые люди, солдат с котом, не смешите мои Искандеры. Ну, на дебилов работает. Теперь же буквально пустота. Украинский информационный поток вчистую уничтожает российскую пропаганду в мире. А мы должны это делать в России. И мы делаем это, и каждый должен внести свой вклад, чтобы уничтожать пропаганду и приближать тот момент, когда мы скинем Путина. Чтобы пропаганда и дальше терпела поражение, поддержите нас. Не знаю, нажмите кнопку суперлайка, оставьте комментарий, подпишитесь на наш канал. Можно поддержать деньгами, если вам кажется, что мы делаем важное дело. Распространите это видео. А мы с вами увидимся в понедельник, 9 мая, где выйдем с очередным выпуском новостей. Этот выпуск подготовили Ян Матвеев, Владлен Лоськ, команда видеопродакшена. С вами было хорошо. Увидимся.